Всем привет! С вами Роман, испытатель электротранспорта, и вы смотрите необычный видеообзор. Необычный потому, что это не просто испытание на выносливость новой модели, но и двойной тест-драйв с разной нагрузкой, с замером реальных скоростей и дальности поездки. Итак, пожалуй, лучший бюджетный электросамокат в 2020 году – Halton Tony. А почему Тони? Типа Тони Монтан или что? Тони Старк? Почему не Антон? Halton Антон Китаевич. Опять очередная какая-нибудь копия? А что ты гонишь-то? Halton, между прочим, это немецкий бренд. Halton Tony – это копия или действительно что-то новенькое? Сможет ли эта модель покорить российский рынок? Почему Kuga S3 и Xiaomi Mi должны подвинуться? Сколько едет? На что способен и сколько стоит? Давайте разберемся прямо сейчас. Сначала хочу поблагодарить магазин Герасмарт за предоставленный на обзор электросамокат. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, если не сделали этого раньше, а то рискуете пропустить много интересного. Ребята дают на мои испытания огромное количество электротранспорта и проводят розыгрыши среди подписчиков. Не упускайте свой шанс, подписывайтесь прямо сейчас. Итак, начнем с внешнего вида. Дизайн довольно современный и интересный, конструкция выглядит вполне надежной. Рама Halton Tony преимущественно выполнена из алюминиевого сплава. Похож на Химеру, Xiaomi, Kuga, Jackhotta и Ninebot с массивным гусем складного механизма от какого-то мощного электрозверя. Кстати, данный перешеек, а также передняя и задняя вилки выполнены из стали. И это правильно, ведь в этих местах самокат подвержен максимальным нагрузкам. Органы управления. На руле слева рычаг, отвечающий за двойную систему тормозов, которые являются удачным дополнением друг друга. Легкое нажатие включает плавную систему электронного рекуперативного торможения при помощи переднего мотор-колеса. Дальнейшее сильное нажатие задействует дисковый механический тормоз с задним колесом. Тормозной путь при скорости 25 км в час не превышает 10 метров. Обращаю ваше внимание, с завода задний тормоз схватывает очень слабо. Его нужно подтянуть сразу после распаковки самоката. Есть еще и третий вариант торможения, классический с задним крылом, на случай экстренной остановки. По правой стороне руля звонок ударного типа. Я переставлю его на левую рукоятку, мне так удобнее. По центру руля расположен информационный ЖК-дисплей с одной единственной кнопкой. Длительное удержание включает электросамокат. Двойной клик по кнопке производит смену скоростных режимов, где отсутствие значка – первый режим, белый значок – второй режим, и значок красного цвета обозначает выбор третьего максимального скоростного режима поездки. Единоразовое нажатие все той же кнопки отвечает за включение и выключение фары и габаритного огня. Фара хоть и маленькая, но светит, как ни странно, довольно хорошо, освещая путь на расстояние порядка 25 метров. Учтите, что светит она не только вперед, но и в глаза прохожим. Так что в идеале сюда примастырить какой-нибудь козырек. Кстати, габаритный огонь выполняет еще и роль автоматического стоп-сигнала во время зажатия тормозного рычага. ЖК отображает спидометр, индикатор заряда батареи и мигающий значок Bluetooth подключения. Да, друзья, электросамокат Halton имеет возможность подключения со смартфона через приложение Halton. Подробнее о нем я расскажу во время тест-драйва. Электросамокат Halton Tony предназначен для поездок в городских условиях. При его накачиваемых колесах и системе амортизаторов вряд ли кто-то запретит выезжать на легкое бездорожье. Для комфортной езды компания Halton сделала то, чего так не хватало двум известным брендам.
Простое решение – результат любви двух самокатов Xiaomi Mijia и Kuga S3. Колеса, как у Mijia, накачиваемые по 8,5 дюймов, отлично сглаживают мелкие неровности. Амортизаторы практически копия Kuga S3, и отличие их в том, что они действительно работают полноценно уже из коробки, но помимо преимущества вылез и минус. Передний амортизатор пробивается на серьезных перепадах. Есть пробитие! Едет мягко, но постукивает гадко. Производителю на заметку. Чего не отнять у данной модели, так это мобильности. Электросамокат весит всего 13 кг, а максимальная нагрузка, заявленная производителем, достигает 100 кг включительно. Подобные параметры можно назвать универсальными. Подойдет для детишек, девушек и большинства мужчин. Удобство транспортировки тоже достойное. Складной механизм надежный и прост в обращении. Ничего нигде не трясется и не скрипит. Для большей компактности в сложенном виде есть возможность выкрутить грипсы. Габариты Halton Tony в сложенном положении. Длина 112, высота 32 и ширина 18 см. Габариты в положении готовности к поездке. Длина 114, высота 110, ширина 41,5 и высота до руля от деки 95,5 см. Дорожный просвет в самой нижней точке в районе заднего амортизатора составляет 10 см. А теперь от слова к делу. Начинаем двойной тест-драйв. Первый тест-драйв на максимальную скорость и дальность поездки проведу я. Нагрузка на электросамокат при этом будет почти максимальной. Мой вес 95 кг. Второй тест-драйв также на скорость и запас хода проведет Олечка. Ее вес всего 56 кг. Таким образом, мы выясним наверняка, какие расстояния будут доступны покупателям с учетом полностью заряженной батареи при разных весовых категориях. Итак, GPS установлен, поехали! Мощность переднего мотор-колеса составляет 350 Вт и по заявлению производителя способна разгонять самокат до 30 км в час. Замерим с нагрузкой 95 кг. Первый режим — максимальная скорость 10 км в час. Второй режим — 19-20 км в час. И третий скоростной режим — максимальная скорость составляет 25 км в час. А теперь, пока я высаживаю батарею в ноль, расскажу о возможностях приложения. В нижней части рулевой колонки находим QR-код, сканируем и устанавливаем программу. Приложение полностью на английском языке. Насколько мне известно, пока еще находится в стадии тестирования. Доступные функции. На главном экране имеется спидометр, уровень заряда батареи в процентах и пройденное расстояние. В нижней панели можно регулировать скоростные режимы. Старт с места или только после толчка ногой. Включение фары и габарита. А также доступна блокировка клавиши акселератора. Далее в левом меню сверху вниз. Первый пункт не активен. Сила рекуперативного торможения. Настройка динамики разгона. Включение и выключение круиз-контроля. Выбор единиц измерения. Сброс пробега. Статусы напряжения. Обновление прошивки. И инструкция по работе с приложением. В рулевой колонке электросамоката установлен 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор на 6 Ах и по заявлению производителя позволяет проезжать до 20 км на одном заряде. Давайте посмотрим, какой запас хода получился у меня с весом 95 кг. Общая дальность поездки на электросамокате с нагрузкой 95 кг вышла почти 11,5 км. Что же, батарея вновь полностью заряжена. Теперь на замер показателей выезжает Олечка. Нагрузка на самокат составляет всего 56 кг. Первый режим — максимальная скорость 10 км в час. Второй режим — 21 км в час. И третий скоростной режим — максимальная скорость составляет 27 км в час. По итогу Олечка проехала 22 км с хвостиком.
Таблицу технических характеристик и цену Halton Tony на момент съемки вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Подведем итоги. При идеальных условиях, средней скорости до 20 км в час, нагрузки до 70 кг, в теплую погоду с температурой плюс 25 градусов и по ровным дорогам, электросамокат Halton Tony действительно сможет проезжать порядка 20 км. Модель оказалась еще сыроватой, но ввиду достойных технических характеристик в сочетании высокого комфорта поездки, электросамокат Halton Tony гарантированно занимает место в ряду лучших бюджетных электросамокатов для города в 2020 году. Если вы хотите убедиться в этом лично, вы можете сравнить с любой моделью электросамокатов, существующих на рынке на момент съемки видеообзора в сегменте до 20 тысяч рублей. И лучше это сделать вживую в магазине. Другие модели будут постоянно проигрывать в отсутствии амортизаторов, по жесткости колес, отсутствии приложения или еще чего-либо. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. Если вы хотите узнать актуальную цену Halton Tony на момент просмотра видеоролика, вы всегда можете пройти по ссылке в описании на официальную страницу магазина. Выбирайте электротранспорт с умом и следите за новостями. Впереди, как всегда, очень много интересного.